красиво, но пить бы я бы это не стала. А задавались ли вы вопросом, с какой скоростью испаряется вода и сколько понадобится времени для того, чтобы это произошло? Смотри это видео до конца. Обязательно будет интересно, обещаю. Всем совет, с вами я, гений ютуба Scarlet Smith, и это уже второй по счету эксперимент с водой. Какие-то у меня водные эксперименты начались. В первом эксперименте с водой мы смотрели разную воду под микроскопом. Какая там чище, миленькие вои. Но со временем я начала уже видеть маленькие микроорганизмы, прямо в маленьком количестве. Были замечены колонии бактерий, темные нити. Первый эксперимент у нас заключался в том, чтобы посмотреть разную воду под микроскопом. Мы еще ставили на несколько дней стакан воды и смотрели. Так что, если что, можете глянуть это видео. Оно уже на канале у меня. Здесь оно появится. Ну что ж, не будем затягивать. Погнали! Перед началом видео я хочу вам задать вопрос. Вот как думаете, сколько понадобится времени, чтобы испарилось 250 мл воды, которая набрана из-под крана? Вот видео поставьте на паузу и напишите в комментариях свой вариант ответа. Меня этот вопрос давно мучает, поэтому я решила воплотить это. Я решила набрать 2 стакана воды, 1 стакан из-под крана, а 2 стакан воды из чайника. Сюда мы нальем воду из крана. Даже мы нальем горячую воду из кипяточек. Вот ровно 250 мл я вливаю. И столько же количества воды кипяченой. Вот здесь наверху, не знаю, на видео видно или нет, вот здесь наверху такие пузырьки плавают, много маленьких пузырьков плавает. Вот именно наверху. Здесь почти по всей воде. Ну, сверху, но по всей... даже по всей воде, да. А в обычной воде они вот здесь плавают. Так по всей. И вот такое вот ровное количество. Да, на фоне бардак, потому что я тортик собираюсь готовить. Так, запомним, зеленая это кипяченая вода. Желтая это обычная вода. Набирала я 250 мл с помощью питчера и оставила эту воду на наш экспериментальный стол. Я решила взять 2 стакана с водой. В первый стакан я налила воду из-под крана, во второй стакан я уже налила воду из чайника. С помощью питчера я отмерила строго 250 мл. Затем в голову мне пришла мысль о происхождении воды, которую мы так легкомысленно используем. Интересно, какую бы она историю рассказала, если бы она умела разговаривать? Неужели вся моя жизнь свелась к тому, чтобы быть налитой в стакан, использованной как сучка для утоления чьей-то жажды? А также моя мечта стать частью Ниагарского водопада, а? Это печально. Но в любом случае ее мечта осуществится. Вот вы знали, что воду, которую мы пьем, была чьей-то мочой раньше? Даже, может, чьей-то кровью. Нет? Хорошо. Если нет, то давайте вспомним. В окружающем мире у вас наверняка была тема круговорот воды в природе. Напомню, что это циклическое перемешение воды на Земле. Солнце здесь играет важную роль. Он обеспечивает тепло для испарения воды. Как вообще все это происходит? Первое. Солнце нагревает воду в водоемах, почве. В общем, куда только она не пролезет. Второе действие. Вода от солнечного тепла начинает испаряться, превращаясь в пар. Температура воздуха наверху намного ниже, чем на Земле. Поэтому чем выше пар поднимается, тем он остывает быстрее. Частички пара соприкасаются с холодным воздухом, снова переходят в жидкое или даже в твердое состояние. Наверху вода скапливается и образует множество водяных капелек и льдинок. Они собираются в облака и увеличиваются в размерах. Когда воздух уже не может их выдержать, и сила гравитации берет свое. И они возвращаются в виде осадков.
в виде снега, дождя или даже града. Попадая на землю, вода просачивается в почву и пополняет находящиеся под землей грунтовые воды и снова стекает в водоемы. Кроме того, ученые выделяют и малый круговорот воды. Вода испаряется над океаном, либо над морем, а потом возвращается снова. Круговорот воды в природе – это непрерывный процесс, который обусловлен солнечной энергией и силой тяжести. Моча и кровь в том числе. Вода составляет большую часть крови. Когда человек пьет воду, она всасывается в кровь, а затем используется для различных процессов, в том числе и выведения отходов. Моча – это продукт фильтрации крови, и он содержит воду, которая выводится из организма. Эта вода попадает в канализацию, а затем из канализации обратно в природу после очистки сточных вод или восстановления в природных водоемах. Жизнь это просто повод сойти с ума. То есть выходит так, что мы фильтруем кровь и мочу, а там природа испаряет и фильтрует снова воду. А вы говорите, магии не существует. Возвращаясь к нашему эксперименту, у нас на следующий день ничего с водой значительного не произошло. Я вообще боюсь трогать воду, переливать и измерять. То фокусируйся на ней, алло. Вот, фокусировался. Ну что, ребята, третий день настал уже, и мы смотрим, сколько же воды здесь. Но пока что мы почти наравне, но мне кажется, вот здесь чуть-чуть, прямо поменьше. Я не знаю, на видео видно или нет. Я хочу сделать, чтобы было видно. Вот, как-то так. Вот прямо чуть-чуть. Третий день я взяла третий стакан. Для того, чтобы измерять воду. Чтобы делать подсчеты, не рискуя пролить воду с наших основных стаканов. Просто брать воду в третий стакан для подсчетов, измеряя, чтобы было ровно так же, как и у нас в стаканах. Но все-таки я думаю чуть-чуть убавить. Чуть-чуть. Я хочу просто перфекта, чтобы было. Аккуратно переливаем. Так, и у нас, фокусируйся, не стесняйся, у нас уже меньше 200 миллилитров, прикинь. Так, я здесь вот 200 миллилитров. Я пролила эту воду, если что. Но на воде уже виднеются какие-то волосинки, ворсинки. Но это не волосы, это, скорее всего, бактерии уже, а не волосы. Да, начала с дикой скоростью испаряться. За 3 дня вышло минус 50 миллилитров воды. И да, я хочу подметить, что испарение воды зависит от многих факторов. Например, от температуры воды. Чем выше температура воды и воздуха в помещении, тем быстрее вода испаряется. Также от площади поверхности. Чем больше эта поверхность, тем больше молекул испаряется. Также от влажности воздуха. Чем ниже влажность, тем может быстрее испаряться вода. Сухой воздух испаряет быстрее молекул. Сухой воздух может вместить больше молекул. От движения воздуха испарение происходит быстрее, если над поверхностью воды есть движение, например, от вентилятора или открытого окна. Ветер подает более насыщенный водный воздух и заменяет его сухим воздухом, стимулируя испарение. И от растворенных веществ, хотя в меньшем количестве. Питьевая вода – это H2O, содержит в себе небольшое количество растворенных веществ. Это минералы, и тому подобное. Может в некоторой степени влиять на испарение, как правило, незначительно замедляя его по сравнению с идеально чистой водой, особенно при высоком содержании. У меня же в комнате было плюс 17, от плюс 15 до плюс 20, и было открыто иногда окно. Также был и кондиционер в первые дни включен на теплое, потому что было холодно, поэтому мне пришлось греться, я никак не могла отказаться от этого удовольствия. Но это было в первые дни. Может быть, как раз таки из-за этого, может быть,
так быстро испарялась вода. Кондиционер грел на плюс 30. Что же у меня вышло на 4-й день? Сколько же миллилитров у нас осталось? Да, я еще елку не убрала, прикиньте. Даже чуть-чуть меньше можно. Ну и вот, мне кажется, прям хорошо, ровненько стало. Но сейчас, мне кажется, вообще идеально. Теперь мы наливаем водичку сюда. 200 миллилитров. Как это так? 4 сутки. Вчера мы смотрели, испарилось 40 миллилитров. А сейчас смотрим, также 200 миллилитров. Конечно, много факторов играет. Например, температура в комнате. Когда высокая температура, тогда испаряется быстрее. Но у меня здесь в квартире 17 градусов. Ну, тепло довольно. Хоть и периодически я открываю окно, чтобы дышать чем-то. Приходится открывать. Ну что, уже 5-й день. Так что пора проверять, что же с нашей водой на этот день. Так, а вот здесь то, что я вчера оставила водичку. Интересно, сколько пропало воды. Ух ты. О, на этой камере уже видно, как загрязнена вода. Сейчас довольно-таки холодновато. Я сейчас обогревашку включила. И надеюсь, что будет теплее. Сейчас очень холодно. Я не знаю, хотя окна закрыты, но прямо холодновато. Мне интересно, сколько же воды испарилось отсюда. Поэтому посмотрим. Опа! Здесь намного меньше. Так, здесь вода, которая налилась из своего питчера. И она вообще не испарилась. Если только на маленькую такой миллилитр. Даже меньше миллилитра. А здесь вода испаряется в стаканах стеклянных. Сколько же испарилось здесь? Сейчас мы узнаем. Мне кажется, что вот здесь чуть-чуть побольше воды, чем здесь. Так, и переливаем аккуратненько, чтобы не пролить. Так, и смотрим, сколько же миллилитров. Вот столько. Получается где-то 40, даже 50 миллилитров у нас из этих стаканов испарилось. Я не переливаю из тех стаканов, чтобы проверить, чтобы не пролить ни одну капельку. Я просто не хочу трогать. Если я дерну, то что-нибудь там разольется, что-то там. Ну, в общем, не хочу рисковать. На 5-й день уже были результаты. Минус 60 миллилитров. На 6-й день я уже сбилась со счету, какой день в тот момент съемки. Я те же действия проделала, и на питчере увидела, что ничего не поменялось. 7-й день. Угадайте, что произошло. Минус 40 миллилитров. За 2 дня выходит примерно по минус 50 миллилитров. Хотя один день ничего, а там второй бац и минус 50 миллилитров. В общем, 100 миллилитров вышло. 8-й день и 9-й день также держалось 100 миллилитров. Ну, я оставлю также здесь буду, чтобы посмотреть, сколько здесь испарится. Именно в нашем питчере. 10-й день 70 миллилитров было. 11 и 12 также 70 миллилитров. 13 день минус 20 миллилитров вышло, то есть по итогу у нас стало 50 миллилитров. На 14 день на глаз может минус 50 миллилитров, но по итогу также 50 миллилитров. Ну, 45. Давайте. День 15 стало 30 миллилитров, то есть вышло минус 20, 15 миллилитров. И виднелась уже грязь в воде. Мои малыши, мои малыши. Птичек происходит. Красиво, но пить бы я бы это не стала. Так, главное, что здесь? Угу.
что-то. Там какая-то муть. Водички попить не желаете ли? На 16-й день стало видно, что 20 миллилитров у нас осталось. День 17 стало 10 миллилитров. Минус 10 миллилитров по итогу. На 19-й день 5 миллилитров воды в питчере. Больше воды там, чем в стаканах. Стало отчетливее видно, что вода стала еще мутнее. Появились биопленки со всякими ворсинками, и выглядит это далеко не съедобно. И здесь тоже скопление играет. То есть по факту здесь воды меньше. Хотя они находились в одном и том же месте. То есть у всех этих водичек одна и та же история, кроме питчера. У нас такой железяки. Здесь остается чуть-чуть побольше, чем желтый. А там, где мы в питчере оставляли воду, намного больше воды, аж в 3 раза. Где питчер здесь, я уже перелила. Там больше капелек нету. А, нет. Была капелька одна. 21 день. Испарилось все. Только остался глоток воды, который был в стакане с кипятком, и вода в питчере с водой из-под крана. Получается, кипяток выиграл из стаканных водичек. Он больше продержался, чем вода из-под крана в стакане, потому что в желтой уже ничего не было, кроме грязи. Вот такое вот дно грязное. Здесь еще водичка осталась. Там уже воды толком не осталось, поэтому тут видно, что вода еще есть. Ну а теперь посмотрим под микроскопом нашу водичку. Вот здесь вода осталась. И берем на пробу. Моя прелесть! Смотрите, она даже желтенькая такая. Слегка желтая. Посмотрим, сколько там бактерий. Смотрите, сколько ползает милых этих существ. Ой, какая милота, я не могу. Прямо как в час пик в Москве. Вот примерно так оно и выглядит. Да нет, на самом деле там живущих намного. И понятно, что воду такую пить вообще категорически нельзя. Вообще нельзя, я запрещаю вам пить. Я вам запрещаю пить, хватит уже. Да нет, я про воду имею в виду. Что если вот где-то месяц примерно простояла вода, если она вдруг вот так вот, вся живая, вот эти маленькие точки начинают бегать, это ненормально, это ненормально. Тут и много других бактерий, не только лептотрикс. Вот она. Вот она. Я не могу собрать. Очень много микроорганизмов, все они двигаются прям активно, вот просто бегают и бегают, бегают и бегают. Если бы у меня был бы четче микроскоп, вот тогда бы я бы вообще бы разглядела в лицо эти микроорганизмы. А так мы можем просто видеть издалека, что вот они у нас есть, их довольно-таки много. Не то, что много, их просто дохера. Ребяточки, вспоминаем, что же я говорила в прошлом видеоролике про то, как вообще с организмами у нас обстоят дела. Чем больше разнообразия микроорганизмов, тем сложнее контролировать ее качество и предсказать возможные последствия для здоровья. Спешу тебя обрадовать, если пить эту водичку с большим количеством микрофлоры такой богатой, то есть риск получить хронические заболевания с пищеварением, ослаблением иммунитета, с поражением органов и развитием рака. Если их в таком количестве этих микроорганизмов, вот это вот все, по-любому здесь что-то вредненькое, да, и найдется. Так что, как бы, не нужно такое пить. Лептотрикс здесь точно есть, если он, конечно, не перерос в более
усложненные бактерию, которая вас никак не вылечит, только покалечит. Я по привычке замочила стаканы. Потому что там грязь, но я не думаю, что это эффективно, так что я думаю, что я сейчас помою стаканы сразу. Я думала, вода вообще будет испаряться пару месяцев. А как итог, вышло, что вода испарялась в течение 22 дней. Это вода из-под крана вышла в 22 дня. 250 миллилитров мы наливали, напомню. А вот кипяток испарился через 23 дня, на следующий день. Температура дико не менялась. То есть, как она была, от плюс 15 до плюс 20, вот так она и была. Стаканы стояли на моем компьютерном столе. Стакан с водой из-под крана стояла ближе к стенке, ближе к окну. Может, это сыграло роль. Вот я просто подмечаю такие детали. И вот такие вот итоги. Конечно, неожиданно. Я думала, чуть дольше будет. И я выпью этот прекрасный бокал мультифруктового сока за удачный эксперимент. Если вы хотите, чтобы больше такого контента на моем канале было, подписывайся на мой канал, ставь лайк под этим видео. Да, и под другими моими видео можешь поставить. И подпишись на телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Вырубай.